Чувствуете, что ваша жизнь зашла в тупик и ей не хватает гармонии? Или, может быть, есть какое-то сокровенное желание, которое никак не сбывается? А что, если я скажу вам, что существует древняя духовная практика, основанная на великой истории любви, которая может помочь вам это изменить? Речь пойдет об аскезе, который называется «16 понедельников». И сегодня я расскажу, как с помощью нее можно привлечь в свою жизнь счастье и гармонию. Эта практика не просто какая-то диета и ритуал. Это способ пробудить вашу внутреннюю силу, которую веками использовали люди для обретения любви, процветания и исполнения самых сокровенных желаний. И сегодня я поделюсь с вами секретами, как адаптировать этот мощный инструмент для нашей современной жизни. Мы часто думаем о древних мифах, как о красивых сказках, которые не имеют никакого, казалось бы, к нам отношения. Но что, если это не так? Что, если в этих историях зашифрованы настоящие инструкции по трансформации нашей жизни? История богини Парвати и великого Шивы – это не просто рассказ о божественной любви. Это подробное руководство о том, как сила намерения, преданность и добровольное самоограничение могут покорить даже самые неприступные вершины и привлечь то, о чем мечтает сердце. Именно на этой легенде основана практика 16 понедельников – духовный путь, который, как считается, помогает найти достойного партнера, укрепить семью и принести в дом гармонию и процветание. Хотя она особенно популярна среди женщин, но эта практика открыта для всех, как для женщин, так и для мужчин. Это возможность не только улучшить свою жизнь, но и, как верят практикующие, проработать семейную карму, получив благословение божественной четы. Чтобы понять всю глубину мощи этой аскезы, давайте перенесемся с вами на 1000 лет назад, к заснеженным вершинам горы Кайлас. Там в глубокой медитации пребывал бог Шива, тот самый бог-аскет, отрешенный от всего мирского. А в это время в мире родилась Парвати, воплощение божественной женской энергии Шакти. С самого детства она знала, что ее предназначение – быть рядом с Шивой. Но как растопить лед в сердце великого аскета? Парвати поселилась недалеко от пещеры, где медитировал Шива, и начала служить ему. Но он не обращал на нее никакого внимания. Тогда она поняла, что для того, чтобы соответствовать его уровню духовной чистоты, ей самой нужно пройти через величайшую трансформацию. Она начала свою суровую аскезу, которая, как гласят легенды, вдумайтесь, длилась 16 тысяч лет. Только представьте ее решимость. Легенды говорят, что она постепенно отказывалась от всего. Сначала от изысканной пищи, потом от еды вообще, от воды и, в конце концов, даже от воздуха. Она стояла на одной ноге под палящим солнцем и ледяным ветром, полностью сосредоточив свой ум и сердце только на Шиве. Это был не просто тест на выносливость, а процесс глубочайшего очищения. Именно эта невероятная сила духа и непоколебимая преданность в итоге поразила самого Шиву. Он вышел из медитации и увидел в ней равную себе по духовной мощи богиню. Он взял ее в жены, и их союз стал символом идеальной гармонии. К счастью, нам сегодня не нужно повторять ее подвиг. Мудрецы прошлого адаптировали эту практику, сжав ее в символический период всего до 16 понедельников подряд. Каждый понедельник – это маленький шаг, повторяющий великий подвиг Парвати и позволяющий нам прикоснуться к ее невероятной силе. А теперь давайте разберемся, что же такое аскеза в современном мире. Многие боятся этого слова, представляя себе какие-то лишения. Но на самом деле аскеза – это добровольный и осознанный отказ от чего-либо привычного ради высшей цели. Это не наказание, а способ перенаправить свою энергию. Об этом более подробно я рассказала в своем видео. Оно есть на канале, и я очень рекомендую вам его посмотреть. Ссылочку оставлю в описании. Каждый день мы тратим массу сил на переваривание тяжелой пищи, каких-либо пустых разговоров, бессмысленного серфинга в соцсетях. Аскеза предлагает сэкономить эту энергию и направить ее как лазерный луч на реализацию нашего главного желания. Это своего рода инвестиция в собственное счастье. Практика 16 понедельников – это комплексный подход. Она включает не только временные ограничения в еде, но и очень глубокую духовную работу, которая очищает сознание и, как считается, усиливает нашу энергию.
Именно поэтому она считается одной из самых мощных практик для исполнения желаний. Итак, вы решились. Что дальше? Практика прекрасна своей гибкостью, и вы можете выбрать тот уровень, который комфортен именно вам. Главное – регулярность и искренность. Первое. Это самый важный шаг. Фундамент всего вашего 16-недельного пути. В первый понедельник вам понадобится чистый лист бумаги и ручка. Уединитесь, зажгите свечку и подумайте, что вы действительно хотите. Ваше намерение, или санкальпа, как на санскрите, должна быть сформирована четко, позитивно и в настоящем времени, будто это уже с вами произошло. Например, неправильный вариант. «Я не хочу быть одинокой». Это неправильно. Правильно будет так. Я привлекаю в свою жизнь достойного, любящего и заботливого партнера для создания гармоничной, счастливой семьи. Еще один вариант. Я хочу, чтобы мы с мужем перестали ссориться. Это неправильный вариант. Правильно будет следующим образом. Мои отношения с мужем наполнены любовью, взаимопониманием и гармонией. Опишите желаемый результат в деталях. Вложите в эти слова свои чувства. Этот лист нужно сохранить и сжечь только в последний завершающий понедельник, за благодарностью отпуская желание во Вселенную. Шаг второй. Подготовка к понедельнику. Подготовка начинается в воскресенье. Легко поужинайте вегетарианской пищей до захода солнца. И больше не ешьте до утра понедельника. В сам понедельник проснитесь пораньше, а в идеале до рассвета. Примите душ, наденьте чистую одежду светлых тонов, белого, молочного или кремового цвета. Подготовьте ваш алтарь. Это может быть просто чистый уголок с изображением Шивы и Парвати, а также с любыми атрибутами, которые относятся к вашей вере. Обязательно должна быть свеча, благовония и цветы. На ваш выбор. Шаг третий. Выбор варианта аскезы. Вот это самое главное. Самое главное правило – не навредить себе. Практика должна быть в радость. Поэтому выберите тот уровень поста, который подходит именно вашему здоровью. Важно перед началом любой, особенно строгой формы поста, проконсультироваться с врачом. И никак по-другому. Первый уровень очень мягкий. Отказ от мяса, рыбы, яиц, алкоголя, кофе на весь день. И табака в том числе. Можно питаться вегетарианской пищей один раз после заката. Второй уровень – смягченный. В течение дня вы употребляете только фрукты, соки или молочные продукты. Некоторые выбирают пост на белых продуктах, то есть это рис, йогурт, кокос. Третий уровень стандартный, непосредственно который всегда держу я, именно третий уровень. Это полный отказ от пищи, но можно пить воду. Это классический вариант, который дает мощный очистительный эффект. И четвертый уровень – это продвинутый уровень для здоровых людей. Он достаточно строгий и суровый. Это полный отказ от еды, воды от рассвета до заката. Этот вариант подходит только для опытных и абсолютно здоровых людей, и только после консультации с врачом. Вы всегда можете менять уровень от недели к неделе. Главное – не прерывать обед, взятый ровно на 16 недель подряд. Четвертый шаг – это духовная практика. Пост освобождает очень много у нас времени и энергии. Важно направить этот ресурс в правильное русло. Первое – это мантры или молитвы, у кого какая религия, и это не имеет никакого значения. Ключевая часть практики – это повторение мантр или молитв. Основные мантры – это Ом Нама Шивая и Ом Парвати Намаха. Рекомендуется повторять каждую 108 раз. Можно использовать четки. Еще раз повторю, если вы исповедуете какую-либо другую религию, включите те молитвы, которые вам откликаются в вашем сердце. Вторая духовная практика – это молчание. Постарайтесь в этот день говорить как можно меньше. Откажитесь полностью от сплетен, пустых разговоров и критики. Вы удивитесь, сколько энергии это вам сэкономит. Следующая духовная практика – это чтение и созерцание. Посвятите время чтению истории о Шиве и Парвати или какую-либо другую духовную литературу вы можете также читать в это время. Проводите это время на природе, медитируйте, занимайтесь йогой. Чистота отношений – это также является вашей духовной практикой. В день аскезы важно воздержаться от интимной близости, чтобы направить всю энергию на духовную цель.
Почему именно понедельник? Выбор дня недели не случайен. В ведической астрологии понедельником управляет Луна, Чандра. Луна символизирует женскую энергию, ум, эмоции, интуицию. Практикуя аскезу в понедельник, женщина гармонизирует свою лунную энергию. Считается, что это делает ее более спокойной, умиротворенной и притягательной, что естественным образом привлекает в жизнь благополучие. Практика 16 понедельников– это красивый и глубокий путь к себе. Это не волшебная таблетка, а систематическая работа, которая меняет вас изнутри. С каждой неделей вы можете почувствовать больше легкости, ясности и внутренней силы. Я приглашаю вас пройти этот путь трансформации вместе. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующие интересные видео. И, кстати, каждый понедельник у нас обязательно чтение Шива Пураны. Тот, кто будет брать аскезу 16 понедельников, это очень важный момент, что в понедельник у вас есть возможность слушать Шива Пурану, что является чтение духовной литературы. А сейчас напишите в комментариях, готовы ли вы попробовать эту практику, или, может быть, у вас уже есть опыт. Поделитесь своей историей, ведь она может вдохновить кого-то еще. Помните, что каждый человек способен творить свою реальность. Желаю вам света, любви и исполнения всех ваших искренних и чистых желаний. До новых встреч!